О, привет, это Гоша Карцев. Я не заметил тебя. Это канал Гоши Карцева, и, собственно, я вам сегодня расскажу про то, как организовать съемку или сделать классную фотку в Инстаграм. Погнали! Многие забывают, что я не только блогер, но еще и стилист с большим опытом и руководитель модного образовательного проекта School Gosh. Сегодня я этим опытом решил поделиться, и надеюсь, тебе это поможет делать красивые фотки даже на телефон. Как организовать классную фотосессию? С чего стоит начать? Прежде всего, определись, какая у тебя цель или задача. Например, ты едешь в отпуск и хочешь оттуда привезти огромную партию классных фоток. Или, например, ты едешь к бабушке на дачу. Возможно, ты просто купил новых шмоток и хочешь их всем продемонстрировать. У меня в данном случае задача сделать контент для социальных сетей School Gosh. Сейчас покажу, как это происходит. Второй важный момент. Откуда взять идею? Да просто своровать. Для этого нужна кнопка «Сохраненная» в Инстаграме. Сохраняйте красивые фотографии, любые, которые вам нравятся. И в дальнейшем, когда у вас появится какая-то задача, обратитесь к своим сохраненкам и посмотрите, там в любом случае найдется что-то, что по стилю будет близко и подходит для этой идеи. Только в том случае это работает, если вы делаете это регулярно. Нажимайте на эту кнопку «Сохраненная», пожалуйста. Чем больше вы это делаете, тем эффективнее ваша разработка креатива. Все визуальные идеи, которые сейчас существуют, они пришли из искусства. Тут как бы я вам Америку, наверное, не открою, поэтому историю искусства нужно изучать независимо от того, собираетесь вы к бабушке на дачу или вы блогер невероятный. Задачу выявили, красивые картинки насохраняли. Теперь давайте сделаем мудборд. Мудборд позволяет нащупать определенную стилистику. Я картинки собираю очень просто кнопкой «Сохраненная» в Инстаграм и в дальнейшем делаю за 10 минут коллаж в бесплатном приложении на телефоне. Не придумывайте велосипед, все очень легко. 10-15 фотографий для мудборда, мне кажется, достаточно. У мудборда могут быть любые цели. Вы можете сделать ремонт дома, вы можете создать какую-то тематику мероприятия, дня рождения или свадьбы. В целом задача его вдохновить, передать настроение, чтобы у всех было единое видение или у вас, например, видение финального результата, то, к чему вы стремитесь. Не будьте слишком строги к себе в этой работе, поддайтесь творческому потоку и получите от этого креативного процесса удовольствие. По факту вас может вдохновить все, что угодно. Это правда может быть. Либо какая-то рекламная кампания, как в моем случае, либо просто прием использования париков, либо вещи, которые в кадре стоят, либо человек. Так что насмотренность, дорогие друзья, слово, которое я пропагандирую уже столько лет, пожалуйста, чем больше и круче картинки в вашей визуальной действительности, тем круче те проекты, которые вы делаете. Тренируйте глаз. Покажу сейчас, какая у меня задача и какие у меня мудборды. Задача номер 1 – прорекламировать мой курс. Для этого мы зачастую делаем постановочный бэкстейдж, где показываем, как стилисты работают за кадром. Вот, например, предыдущей рекламной кампании, чтобы вы понимали, о чем я говорю. В этом сезоне мы хотели сделать что-то более сложное. Первая задача, которая стоит у всех моих 4 фотосессий, в картинках должны быть наши фирменные цвета, потому что каждый месяц у нас определенного оттенка. Это может быть голубой, или зеленый, или желтый, бежевый. Я думал, что акцент будет только в вещах. Но, посмотрел я корейский Эль, увидел там жженые розовые волосы и захотел, чтобы в нашей фотосессии был парик цвета месяца. Собственно, постановочный бэкстейдж с цветными париками – это первая идея, которая мне пришла в голову. Я начал подбирать команду, и я понял, что для съемки с париками у меня должен быть очень сильный волосяной отдел, то есть те люди, которые будут, собственно, эти парики стилизовать. Поэтому я, конечно же, взял лучших мастеров, которые только мог достать, и очень ими горжусь работой с ними. Представляю вам Николая Реша, моего коллегу. Клина, я знаю, 157 лет. Начинали мы карьеру приблизительно в один период, да? Период один. Был такой знаковый ледниковый период. Доросли до такого, Николай дорос, что вот сейчас работает в School Gosh, а меньше месяца назад или месяц назад даже чесал Ирину Шейк на показе Bottega. А теперь вот стрижет искусственный дешевый парик за 1000 рублей на съемке у Гоши Карцева. Скажите, как мотает людей. Удивительный подход у нас сегодня в работе. Мы пытаемся из париков за 1000 рублей сделать все, чтобы они выглядели на 30 000 рублей. Поэтому в данный момент мы продолжаем их парить, как вы видите. Фотографа я взял уже, с которого работаю. И здесь, так как модель будет одна, нам нужна была какая-то очень опытная девушка, которая будет классно смотреться в париках. То есть задача для кастинга в данном случае был прежде всего опыт и лицо, которое универсально подойдет под все стрижки, которые возможно сделать с нашими париками. Поэтому это был такой необычный кастинг. То есть по факту мы представляли, как эта девочка будет лысой смотреться, как она будет смотреться с такой укладкой или сякой. Модель сегодня у нас Ирина. Ира, как у тебя фамилия? Куликова. Куликова, лысенькая, как я сейчас. Ира, какие шоу делала? Дисковорет делала? Что еще делала? Все делала. Ну скажи, что-нибудь самое, хайлайт. Праду да, делала. В каком году? Чуть-чуть давно. Слушай, да сколько это? Много раз. Ну, мне на ушко скажи. В 2012 последний раз.
Последний раз. Знаешь, сколько я, правда, раз делал? Нисколько. Ну что, съемкой доволен? Съемка красивая, надеюсь, вам понравилось. Пишите в комментах, ну вы понимаете. Не твоя, вот и бесишься. Да, Колян? Расскажу, как развивалась вторая идея. Для второго курса я достал идею с черновиков. За прошлый год мне понравилась только одна рекламная кампания, и это, конечно же, Bottega. В чем фишка этой рекламной кампании? Здесь спортивный автомобиль, дорогущий, используется как объект. И мне это очень сильно понравилось, что это некий акцент и при этом очень нелепый. Я такое люблю. Поэтому я считаю, что это лучшая рекламная кампания 2019 года, на мой субъективный взгляд. И мне она не давала покоя. Как адаптировать эту идею, я долго не понимал. Но так как в моде много кожи, черного, грубости, я подумал, что нужно использовать мотоцикл. Мы смотрели и на Авито, и на Автору. По итогу нашли один. Это был Ducati. Он весил 200 килограмм и даже наехал мне на ногу один раз. Вы точно стилист? Вы хотите работать стилистом? То имейте в виду, что это вам не под сумму гулять, а 200 килограмм с пацанами тягать. Фотостудию под мотоцикл мы выбирали такую, куда его можно было завести, просто технически. Для истории с мотоциклом мне нужна была какая-то молодая кровь, и я очень долго искал фотографа, который эту идею мою реализует. И подбирал уже здесь человека, который, наверное, эту тему больше всего прочувствует. Нашел Диму и очень доволен работой с ним. В съемке с мотоциклами должна быть очень харизматичная модель, поэтому мы выбрали также Марусю, которая невероятный опыт и которая на себе будет держать кадр. Кстати, Маруся героиня мемов, потому что в Париже она ходила на таком шоу с капельницами. Может быть, вы видели это где-то в интернете. Но это чисто классическое, как ты в понедельник на работу после выходных идешь. Креатив для моих портретов очень простой. Мне просто нужно быть на цветном фоне, либо в цветной одежде в цвет месяца. И, соответственно, я в день, получается, сделал 2 фотосессии, просто попросив фотографа заодно меня пощелкать. Для того, чтобы прорекламировать мастер-класс про мужской стиль, естественно, нужны мужики. Я думал, как бы это сделать нестандартно, и увидел рекламную кампанию бренда Lancel. Мне понравилось технически, как это сделано. Когда ты листаешь ленту, то картинка оживает. Я подумал, что чего-то не хватает этой идеи, и так как мужики — это большие дети, мы придумали, что каждый должен показывать какое-то свое хобби, поэтому мы взяли какие-то предметы, артефакты, которые будут рассказывать и добавлять немножечко истории каждому нашему персонажу. Для съемки с парнями у нас есть штатный видеограф, который сейчас меня снимает, поэтому, собственно, парней также будет снимать он. На съемках с парнями очень важно, чтобы был человек, который умеет их стричь и подравнивать бороды и так далее. Непризнанный художник приехал первый к нам на съемку, Андрей. В данный момент Никита, наш барбер сегодня, специальный гость, его равняет. Зачем вообще барбер на этой съемке? Потому что, когда вы снимаете парней, главное, чтобы они выглядели, как мне кажется, педантично. Поэтому их нужно всегда, знаете, кажется, миллиметрик отрезать лишних волос, что сейчас, собственно, и происходит, чтобы в кадре они выглядели ухоженными. Собственно, сейчас мы Андрея, человека, который занимается вообще слесарным делом, красивым, очень творческим, превратим в принца. Парней для съемки мы всех выбрали классической красоты. Они должны быть очень понятны потребителю, потому что не забываем, что первая задача для моей фотосессии — это непосредственно продажа мастер-класса про мужской стиль. И в концепцию глубокую я уходить не могу. У меня нет такой возможности, и я балансирую вот этот момент креатива с коммерцией. Моя дорогая команда собрала мне вещи, как вы видите, по понтону практически. Розовый, бежевый, серый и рыжий. Большая часть вещей здесь из женского гардероба, потому что такие цвета вы не всегда встретите в мужском, поэтому голь на выдумке хитра. Сейчас из этого мы соберем быстро какие-то луки, а потом посмотрим, как они на парнях будут выглядеть. Вот здесь у меня уже есть несколько. Вот тут вот прячется под женским пальто, прячется женский жакет, а это мужская дальше одежда. Да. Мы накинули на плечи легонько лиловый вязаный женский свитер, а тут все мужское. Света сегодня очень много и картинки очень яркие. Давайте я вам покажу, какого эффекта мы добиваемся. Мы сняли 2 теста. Мне нужно было, чтобы это сливалось с белым фоном, поэтому мы добавили немного света. Здесь пропала эта полоса, то есть это технический такой аспект. Надеюсь, что получится эта идея, и модели, не ослепнут сегодня, конечно, конкретно. А давай пиджак тогда сразу же померим, просто мне посмотреть, там, с ним садится, не садится. Проблема в том, что, видите, у нас вещи много цветных, они женские, а на парнях не все налезает. Еще один лук меня смущал, и мне нужно его срочно переделать, потому что с утра, утро вечера мудренее, и он меня сейчас бесит жестко. А что интересно еще, это съемка портретная, они будут сидеть вот за этим самым столом и делать какие-то действия, поэтому здесь задача стилизовать только вверх. И так как это еще видео, тут есть очень много особенностей. Особенность видеосъемки, что у вас практически нет возможности ничего потом
обрабатывать. Это очень дорого, и лучше, конечно же, делать все так, чтобы не было никакого постпродакшена. Модные фотосессии — это, как мне кажется, минимум следующий состав. Фотограф фотографирует, стилист отвечает за одежду и за, возможно, концепцию, модель, на которой мы все это снимаем, хотя можно даже предметку снять, визажист, который отвечает за лицо, и парикмахер, который отвечает за волосы. Очень часто, когда нет большого бюджета, визажист и парикмахер — это один человек. Также на съемке иногда бывает продюсер, это человек, который отвечает за координацию, кто во сколько приходит, и за финальный результат в том числе. Но в данном случае, я думаю, что вы будете тем самым человеком, раз вы смотрите этот ролик, вы хотите организовать эту фотосессию. 3 главные буквы в начале карьеры — это ТФП. Time for print или time for photo. Это расшифровывается, как вам удобнее это называйте, когда все работают за идею. Таких людей огромное количество, и даже мастодонты очень часто хотят снимать что-то креативное. Не бойтесь писать и предлагайте свои идеи людям вокруг. Конечно же, хочется, чтобы люди имели опыт, но поверьте мне, начинать и пробовать и учиться лучше всего с такими же, как вы. Модели для своих проектов вы сможете найти, прежде всего, естественно, в модельных агентствах. Напишите им, расскажите свою концепцию, расскажите про команду, когда и что вам нужно. И я уверен, что вам предоставят каких-то, например, не совсем опытных. И для начала это тоже здорово. Локация. Не поверите, вы можете просто загуглить. Локация Москва, локация Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск. И поверьте мне, есть огромное количество форумов, которые посвящены как раз-таки интересным местам. Увлекайтесь архитектурой, смотрите на каждую стенку, как на потенциальную локацию. Смотрите на ваш город так, как будто вы в нем не живете, вы приезжий. Рассматривайте все вокруг. Это позволит вам очень быстро в дальнейшем найти подходящее место. Самые популярные локации, понятное дело, первое — это фотостудии, дальше это хорика, то есть заведение, hotel, ресторан, центр-кафе. Я знаю все, мне кажется, отели Москвы и Петербурга, потому что вы всегда сможете арендовать номер и сделать какую-то классную фотосессию в номере. В ресторане можете договориться прийти туда, когда там мало людей, только обязательно всех об этом предупредите. Учитывайте, что большая часть государственных объектов фотографировать не разрешат. Лучше заранее спросить, чем приехать на съемку и как бы вас выгонят. Но бывшие заводы, понятное дело, различные лофты. Я люблю очень парковки как локация, небоскребы. Я люблю советскую очень архитектуру, брутализм мне очень нравится. Самое простое — это сделать на фоне, просто раскатать фон и как бы и не париться. Напишите техническое задание, сколько вам нужно фотографий, сколько по времени будет идти съемка. Максимально подробно опишите процесс, добавьте туда мудборд и отправьте всем членам съемочной бригады. Локация, кому задавать вопросы. И самое главное, на любой из этих пунктов, которые мы с вами обсудили, всегда имейте план Б. Вы должны понимать, что делать в чрезвычайной ситуации. Какие у меня были нештатные ситуации? Однажды я работал с Сергеем Шнуровым, а он не носит нижнее белье. А когда ты привозишь дорогие вещи, то нужно учитывать в любом случае, может быть, все что угодно. Однажды мы снимали Лейсан Утяшева на набережной, и пошел дождь. И она никому ничего не сказала, просто села в машину и уехала в ресторан обедать. И не брала телефон. Ну вот что в этой ситуации делать? Нужно что-то придумывать. А платят наши, понимаете? Ну, я пообедаю, раз я нарядная. Странный человек вообще. Слушайте, и не бойтесь напоминать про себя, что завтра всем нужно быть вовремя. Лучше 100 раз напомнить, и все приедут, чем кто-то что-то и как-то. Как и где брать вещи на съемку? Самое простое — купить в магазине и вернуть. Главное, читайте на сайте магазина правила возврата. Все зависит от вашего бюджета. Хотите супермодную съемку, хотите Balenciaga, купите, идите. Это самый простой вариант. Крутые бренды вам дадут вещи только в том случае, если вы звезда или вы работаете в журнале. Второе, самое простое. Обратите внимание на свой гардероб. Я уверен, что у вас там есть фотогеничные вещи. И также обратитесь к своим друзьям. У них точно есть то, что вам нужно. Если хотите сделать что-то фантазийное, самое популярное костюмерное, например, на Мосфильмы, там целые ангары, посвященные костюмом. Запомните, в кадре всегда смотрится классно все то, что отражает свет. Пайетки, блестки, к сожалению, выглядят круто в кадре. Или, допустим, лаковая какая-то кожа, или вообще кожа в принципе как таковая. Сейчас это очень модно и есть в огромном количестве магазинов эко-кожа, поэтому ее также рекомендую вам. Избегайте, пожалуйста, объемных причесок и шуб в кадре, потому что зачастую их очень сложно фотографировать, и этим занимаются отдельные специалисты. Как проверить в магазине, классно будет вещь выглядеть в кадре или нет? Сфотографируйте ее со вспышкой, посмотрите, как она выглядит на телефоне, как ткань себя ведет, как будто бы с профессиональным освещением. По поводу обработки, что делать дальше? Я люблю выбирать картинки вместе с фотографом прямо на месте. Сегодня с нами на площадке работает фотограф Павел Харатьян. Снимает для русского Вога, для многих российских брендов, для Ульяны Сергиенко. И сегодня вот работает с нами. Он немного капризный, потому что молодой, но очень талантливый. Он не любит светиться, поэтому мы как бы не будем у него ничего спрашивать. Может, фотки выберем пока первые? Нет, сядем на месте, все там.
Я же говорю, вредный. Нет. Либо прошу фотографа отправить мне его выбор, а я из него уже делаю свой. Очень важно здесь работать в тандеме. Не видит фотограф каких-то лишних складок, царапин, может быть, даже ценника не может заметить, потому что у него на другое набит глаз. И он следит за освещением, за обработкой, за цветопередачей и так далее. А вы отвечаете за вещи и за образ весь в целом. Поэтому я считаю, что любой стилист или человек, который отвечает за организацию фотосессий, должен непосредственно на выбор фотографий влиять. Результат всей этой фотосессии вы можете посмотреть здесь. И также у нас в Инстаграме. Надеюсь, видео было вам полезно. Peace. Подписка, лайк, шер, коммент, пожалуйста, если можно, очень сильно хотелось бы. Если вам кажется, что эта девушка симпатична, пожалуйста, подпишитесь на этот канал.